Всем привет! После выхода прошлого видео про пресс у многих вызвала интерес тема устройства пневмосистемы и воздухоподготовки у меня в мастерской. В этом видео покажу и расскажу, как я ее собирал и какие материалы использовал для ее сборки. Ну и конечно, сердцем воздушной системы является источник сжатого воздуха, воздушный компрессор. На нем уже по умолчанию имеется регулятор давления, а также быстросъемные коннекторы для подключения шлангов и различного пневмоинструмента. Подключив к ним шланг, можно сразу приступать к работе. Инструментов, работающих на сжатом воздухе, существует великое множество, и то, что вы сейчас видите на столе, лишь малая часть. Основной и часто используемый – это продувочный пистолет, пистолет с манометром для накачки шин, краскопульты, каждый для своей задачи, подгрунты и вязкие эмали с соплом 1,8 мм, подкраску и лак с соплом 1,3 мм. Для небольших покрасочных работ миниатюрный краскопульт. Все пульверы я покупал на AliExpress, кому нужно, ссылку оставлю в описании. Пневмостеплеры и нейлеры. Моечный пистолет. Пистолет для нанесения гравитекса, мовили и обработки скрытых полостей кузова. Пневмозубило, пневмогайковерт, пистолет для нанесения герметика, пневмодырокол, бормашина, пескоструйный пистолет или полноценный пескоструйный аппарат. И это далеко не все, что можно подключить к компрессору. В общем, как вы можете видеть, компрессор — это невероятно полезная вещь, которая пригодится в каждом гараже или мастерской. Ну а для максимально комфортной работы можно сделать пневморазводку, чем собственно мы и займемся в этом видео. При работе компрессора воздух сжимается и сильно нагревается, от чего из него на холодных стенках труб и ресивера начинает выпадать конденсат. Наша задача заключается в том, чтобы максимально его осушить и не допустить попадания влаги в основную магистраль пневмосистемы. Попадание влаги при покраске ведет к такому дефекту, как кратеры. Попадание влаги при пескоструйной обработке ведет к забиванию сопла грязевыми пробками. Попадание влаги в пневмоинструмент ведет к внутренней коррозии и выходу его из строя. В общем, влага в сжатом воздухе – это зло, от которого нужно избавляться любой ценой. Начать предлагаю с изготовления осушителя воздуха. Это очень важный элемент любой пневмосистемы. Делать его буду из колбы водяного фильтра. При выборе чрезвычайно важно выбирать усиленные колбы, рассчитанные на давление не менее чем 10 бар. Штатный полипропиленовый фильтр, идущий с колбой, не понадобится. Вместо него внутрь необходимо будет вставить кусок полипропиленовой трубки. Для плотной фиксации затачиваю ее под конус. В нижней части трубки сверлю отверстие для выхода воздуха. Суммарная площадь отверстий должна быть не меньше проходного диаметра трубы. Как самый простой вариант подключения осушителя, на колбу можно установить шланг и быстросъем для подключения инструмента. Кому нужно, ссылки на различные фитинги и быстросъемы, которые могут пригодиться, я оставлю в описании. В подготовленную колбу засыпаю силикагель. Он продается в виде наполнителя для катящего туалета. Прикручиваю крышку, и осушитель готов к работе. Время от времени, по мере накопления влаги, силикагель в колбе необходимо будет менять. Все зависит от того, как много вы работаете с компрессором и сколько воздуха проходит через осушитель. В качестве материала воздушной магистрали буду использовать полипропиленовые трубы и фитинги. Работать с ними очень просто, стоят они недорого и при этом достаточно надежные. Настоятельно рекомендую при подключении различных съемных узлов использовать разборные соединения типа американка. Они здорово облегчат вам сборку и разборку системы. Для сборки резьбовых соединений я предпочитаю использовать анаэробный герметик. Работать с ним очень легко. Наносим герметик на резьбу, скручиваем соединение. Излишки в обязательном порядке удаляем, потому как на воздухе они все равно не затвердеют. Снятые излишки наносим на следующее резьбовое соединение и так далее. А теперь важный момент, про который многие просто не знают. Устанавливать быстросъемы необходимо отверстием вниз, чтобы пыль и грязь, летающая в воздухе, не оседала на уплотнительные кольца внутри быстросъема. Установив коннектор таким образом, вы многократно повысите его ресурс. В качестве дополнительного и страховочного звена улавливания пыли и возможной остаточной влаги буду использовать вот такой влагоотделитель со встроенным регулятором давления. Ссылку на такой также дам в описании. Определяюсь с расположением и закрепляю влагоотделитель. Данный отвод пневмосистемы у меня будет использоваться преимущественно для покраски, а потому регулятор давления тут будет как раз кстати.
Паять полипропилен очень просто. Для этого можно использовать самый простой и недорогой паяльник. Для резки труб есть специальные ножницы. Брать самые дешевые, как у меня, не советую, они режут трубу очень криво. Когда паяльник разогрет, насаживаем фитинг и трубу, ждем 5 секунд и собираем соединение. Даем месту пайки остыть, и наше надежное герметичное соединение готово. Накосячить тут очень сложно, а потому с этой работой справится даже новичок. Соединение считается качественным, если снаружи по окружности образовался небольшой валик из расплавленного пластика, а внутри не образовались наплывы и заужения диаметра. Как видите, ничего сложного. Сняв размер из помещения, произвожу пайку элементов системы. Ну а теперь поговорим о месте расположения компрессора. Чтобы компрессор не напрягал своим шумом, его я решил установить в отдельном небольшом помещении, которое у меня используется как склад. Здесь есть отличная вентиляция, чистый и прохладный воздух, не загрязненный пылью основной мастерской. В общем, идеальные условия для жизни компрессора. Основная магистраль у меня будет разделяться на две ветки. Одна будет идти в грязную абразивную зону и зону покраски, а другая в относительно чистую безабразивную зону металлообработки. Установив ранее подготовленные заготовки, произвожу пайку по месту. Именно из-за таких моментов я и рекомендовал использовать разборное соединение типа американка. Сверлю отверстие для крепления колбы осушителя. Подготавливаю вторую ветку системы, идущую в зону металлообработки. Сверлю отверстие под клипсы фиксации трубы. Монтирую на место подготовленную заготовку. Для соединения магистрали использую прямые соединительные муфты. Система собрана. В таком виде она отработала несколько месяцев, пока мой старый компрессор не начал сбоить и в какой-то момент отказался нормально работать. Ему на смену начал подыскивать замену, хотелось взять что-то надежное, что служило бы долго. Пересмотрев различные варианты, выбор пал на эту модель. Двухцилиндровый масляный компрессор с ременным приводом с двигателем на 2,3 кВт, оснащенный ресивером на 100 литров. А почему выбрал именно этот вариант, сейчас расскажу. Во-первых, это ременной привод. Как правило, такие компрессора легче запускаются в сетях с пониженным напряжением, чем варианты с прямым приводом. За счет более низких оборотов компрессорной части работают тише и зачастую обладают большим ресурсом. В
В случае выхода из строя двигателя заменить его на любой подходящий асинхронник не составит труда. Еще одна вещь, которая понравилась, это давление 10 бар, которое компрессор выдает уже с завода. Хотите верьте, хотите нет, но при работе пескоструем разница между 8 барами, которые выдавал старый компрессор, и 10, которые выдает этот, не ощутимая, а колоссальная. Органы управления, как и у большинства компрессоров, тут стандартные, а это значит, что в случае необходимости проблем с запчастями не будет. С одной стороны ресивера имеется регулятор давления с двумя быстросъемами. Вращением ручки можно задавать необходимое давление на выходе. С другой стороны расположено реле давления, манометр, показывающий фактическое давление в ресивере, предохранительный клапан, краник для подключения потребителей или сброса воздуха. В процессе работы компрессора постепенно в ресивере накапливается конденсат, который необходимо оттуда удалять. Для этого в нижней части бака имеется сливная пробка. Огромным плюсом этого компрессора является наличие с обеих сторон ресивера отверстий с резьбой на 1/2 дюйма. Их можно использовать для подключения дополнительного ресивера и подключения компрессора к пневмосистеме без заужения проходного сечения. Это особенно актуально для мощных пневмоинструментов, имеющих большой расход сжатого воздуха, а также пескоструйных аппаратов. Именно через это отверстие я и буду подключать компрессор к своей пневмосистеме. Кстати, на моем старом компрессоре таких отверстий для дополнительного подключения не было. По возможности, если позволяют размеры помещения, компрессор лучше брать с максимально большим ресивером. Очень часто от людей, не разобравшихся в вопросе, слышу, что от объема ресивера зависит производительность компрессора. Но это не так, и объем ресивера никоим образом не влияет на производительность. От объема ресивера зависит лишь частота включения компрессора. Производительность зависит лишь от производительности компрессорной головы, установленной на компрессоре. Модель и характеристики моего компрессора вы можете видеть на экране. И если бы питающая сеть в моей мастерской позволяла, я с радостью бы выбрал еще более мощный вариант на 3 фазы. Благо на сайте Denzel их ассортимент достаточно широк, и тут есть из чего выбрать. С вопросом выбора компрессора разобрались, теперь займемся его подключением в систему. Подключать компрессор буду через одно из резьбовых отверстий в ресивере. Для этого был куплен вот такой угловой кран с американкой. Вот какие элементы понадобятся для подключения компрессора к системе. Сборку буду производить на анаэробный герметик и фум-ленту. Для более быстрой полимеризации соединение можно прогреть феном. Для защиты от обратного удара сжатого воздуха при отсоединении шланга от компрессора было решено добавить в систему дополнительный кран сразу перед осушителем. Накачиваем ресивер и проверяем соединение на герметичность мыльным раствором. Кран имеет подключение типа американка с накидной гайкой. Шланг для подключения выбрал двухслойный армированный. Пневмосистема смонтирована, осушитель закреплен. Осталось дело за малым – заселить компрессор на новое место жительства и подключить шланг. Открываем краны и подаем в систему сжатый воздух. На видео кажется, что компрессор стоит вплотную к стене, но на самом деле там присутствует достаточный зазор для его охлаждения. Пневморазводка у меня получилась достаточно скромная, всего на 2 выхода, но и размеры мастерской у меня небольшие. Пока этих 2 точек подключения мне хватает, а в дальнейшем, если будет такая необходимость, я всегда смогу ее нарастить и вывести линию в любое удобное место. В зоне станков преимущественно я использую продувочный пистолет. Для этого купил вот такой классный мягкий спиральный шланг небольшого сечения из полиуретана. Также существуют похожие спиральные шланги из полиэтилена. На ощупь они, как правило, более жесткие. Брать такие я бы не советовал. Они очень легко прожигаются нагретой металлической стружкой. Полиуретан стоит немного дороже полиэтилена, но при этом более стойкий к повреждениям.
Спиральные шланги удобны там, где нужна локальность работ. Например, дотянуться, чтобы продуть какой-то станок, а после сразу убрать пистолет и шланг с рабочей зоны. Для покраски использовать такие шланги неудобно. Тут лучше подойдет обычный прямой резиновый шланг. Вторую точку подключения оснастил регулятором давления, так как она будет использоваться для покраски. Кстати, для тех, кто не знал, давление на краскопульт устанавливается на открытой подаче воздуха. Еще пару слов касаемо работы пескоструя при давлении в 10 бар. Я использую вот такой пескоструйный аппарат «Спутник», и при давлении 10 бар его просто не узнать. По моим наблюдениям, с ростом давления производительность пескоструя растет нелинейно, а в геометрической прогрессии, потому как очистка при таком давлении идет намного более быстро и эффективно. Ну а на этом у меня на сегодня все. В этом видео я показал, как произвел небольшой апгрейд своей мастерской. Если эта информация была вам полезна, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Все полезные ссылки на компрессора, пескоструйные аппараты и фитинги для сборки пневмосистемы я оставлю в описании. А пока огромной всем удачи, мира и добра!